Разберем сайт fixdevice.pro. Визуально первое, на что я обратил внимание, что в принципе сайт сделан неплохо, симпатичный, есть форма захвата, в целом все нормально, есть какая-то поисковая оптимизация. Собственно, ну, с этого я и начал смотреть сайт. Я использую сервис KISO. Вот, в нем можно посмотреть видимость, историю по поисковым системам, по позициям сайта. Это Яндекс по Москве. Позиции в топ-50. В целом динамика положительная, есть какие-то просадки, но суммарно все идет в плюс, нормально, значит сайт развивается, видимо, добавляются какие-то разделы, подразделы. Вот. Однако ситуация по запросам в топ-10, те запросы, которые приводят целевой трафик, ситуация несколько иная. С сентября вот прошлого года идет стагнация по запросам в десятке, стоит на уровне 200 запросов. Это все запросы, включая брендовые, информационные, не только коммерческие. Вот. Стал смотреть, все-таки у нас в топ-50 мы видим порядка 4000 запросов, 3877. Что же у нас есть? И я обнаружил, что у нас большой пул запросов находится в топ-20. Вот. Те, которые около первой страницы находятся, около топа. Запросы неплохие, запросы коммерческие. Вот можно посмотреть. Здесь вот выборка 50 запросов на одной странице. Вот, всего запросов больше. Вот, собственно, получается у нас, что есть над чем работать. Стал смотреть сам сайт. Смотрел запросы, которые находятся в топ-10. Вот. И увидел такую вещь, что у нас большое число запросов ранжируются по главной странице. То есть мы, когда вводим замена стекла на iPhone 7 и замена экрана на iPhone 6, нам показывается главная страница сайта. Это некорректно. То есть человек заходит на главную страницу сайта, ему нужно, если он не заметил в верхнем меню про iPhone, ему нужно пролистать, зайти в телефон, выбрать бренд, выбрать модель, то есть пройти довольно-таки большой путь. Это не совсем корректно, не совсем правильно. Вот, человек это немножко отпугивает. Стал смотреть структуру, и по структуре стало понятно, почему вводится именно главная страница, потому что под такого рода запросы, как замена экрана, замена стекла и прочего, нет посадочных страниц. То есть, что у нас есть? У нас есть страница ремонта конкретной модели, есть услуги, но под каждую услугу нет отдельной посадочной страницы. Необходимо создавать под каждую услугу отдельную посадочную страницу, чтобы человек, вбивая замена экрана или там замена стекла для такого там модели телефона, он попадал на страницу этой услуги и сразу все видел. Страничка может визуально быть оформлена такая же. Что бы я добавил? Я бы добавил кнопку заказа бесплатной там, консультации, обратного звонка, неважно чего. Собственно, на первом экране все здорово, все есть, кроме кнопки захвата человека. То есть, когда он попадет сюда, даже если на ремонт айфона, возможно, он не знает, что ему нужно, и вот этот перечень ему не поможет. Соответственно, ему нужна просто консультация. Да? Он может позвонить, но, возможно, он ночью, вы уже не работаете, да? То есть там в 22, например, 21:30, он хочет оставить заявку, чтобы вы перезвонили. Это будет отличный способ ему это сделать. По услугам ниже можно там сделать какие-то варианты, если это замена там стекла или замена аккумулятора, если есть какие-то дополнительные возможности. Если нет, можно не делать. Можно добавить блоки, как сделаны на главной странице. Это блоки с преимуществами, блок «Как мы работаем». Собственно, я бы добавил блок обязательно отзывов, который есть.
Вот. И в целом снизу продублировал бы точно так же страничку извините, форму с обратной связью. Вот. Основные неисправности, ну вот это вот вся шаблонная тема, ее всю можно оставить. Вот. Что еще я заметил по сайту? Помимо всего этого, нет страницы в индексе. Страницы 2 смотрел, 6s, x нету в индексе. То есть это вот я посмотрел по сайту iPhone 6s, я ее не нашел. Стал углубляться, почему же так происходит. Обнаружил, что просто используются не уникальные тексты, и вероятнее всего, вот я взял кусок текста, и вероятнее всего сайт либо под фильтром AGS, либо просто, ну не под фильтром AGS, скорее всего он просто страницы, так как некачественные, выкинуты из индекса, они не попадают в индекс, тем самым сайт хуже ранжируется. Вот, взял кусок текста. Понятно, что DNS Shop будет ранжироваться выше, чем ваш сайт. Ну вот, и здесь очень как бы выборка из 5 сайтов с таким же текстом. Вашего тут нет, соответственно, он не является первоисточником для данного текста. И эти тексты надо переписывать, чтобы сайт попал в ранжирование. Плюс сделать доп. Структуру. Тем самым мы сможем очень быстро получить результат по трафику, по целевому коммерческому трафику, который у вас будет непосредственно конвертироваться уже в звонки и заявки. Вот. Собственно, в остальном, в целом все неплохо. Данные страницы я также проверял на запрет к индексации в robots.txt или в исходном коде через метатеги. Этого ничего не прописано. Соответственно, скорее всего, причина, конечно, в контенте. Меняйте контент, разрабатывайте структуру. Если будет нужна помощь, обращайтесь. Все это можно сделать. Сайт хорошо оптимизирован, хорошо себя чувствует в поисковых системах. Есть эти недочеты, соответственно, можно получить быстрый результат по SEO, вот, сделав только, устранив такие вот недостатки. Все, спасибо, всего доброго.